Про Австралию в интернете ходит много самых невероятных выдумок. Годами там рассказывают про гигантские заборы, за которыми будто бы спрятаны входы в центр Земли, тайные тоннели в Антарктиду, убежище нацистов, чудовищ размером с многоэтажный дом или даже край плоской планеты. Фантазия у авторов таких теорий, кажется, безгранична. Но на самом деле все гораздо проще и при этом очень показательно. Чтобы понять, насколько все серьезно, достаточно знать, что только на содержание двух самых длинных заборов страны, длиной больше 3500 и 5000 километров, государство каждый год тратит около $7 миллионов. А штраф для местного жителя за незакрытую калитку может доходить до $2500. История этих заборов началась без всякой мистики. Их построили, чтобы защитить земли от кроликов. В конце XIX века кролики буквально наводнили Австралию, особенно Западную Австралию, и именно там появились первые ограждения. Кроликов завезли британские колонисты в 1859 году, всего около 2 десятков. Но эти животные полностью подтвердили свою славу рекордсменов по размножению. Уже через полвека их численность, по самым смелым подсчетам, достигла 600 миллионов, и они распространились по всему материку. Больше всего пострадала растительность, которой питались местные виды. Из-за этого исчезло много животных, которые водятся только в Австралии. Кроме того, кролики уничтожали молодые побеги деревьев, и целые леса просто пропадали. Если сегодня посмотреть на спутниковые снимки Австралии, то огромные пустынные пространства — это в том числе результат деятельности миллионов этих пушистых захватчиков. Это был не первый и не последний случай, когда люди не подумали о последствиях завоза чужих видов в хрупкую природу. Но проблему надо было как-то решать. Решением стал забор. Он пересек почти весь континент, прошел через пустыни, равнины и холмы и стал одним из самых больших искусственных сооружений такого рода в мире. Сначала высота забора была всего 91 сантиметр. Но кролики быстро доказали, что этого мало, поэтому забор пришлось наращивать, добавляя сверху колючую проволоку. При строительстве возникали конфликты с коренными жителями, потому что заборы проходили через их традиционные земли. И довольно скоро стало понятно, что просто построить забор мало, за ним нужен постоянный уход, нужно чинить повреждения и отстреливать животных-вредителей, которые могут преодолеть преграду. Ведь кролики отлично роют норы и делают подкопы. Со временем выяснилось, что забор хорошо сдерживает не только кроликов, но и кенгуру, страусов эму и диких собак динго. Это стало хорошей новостью для фермеров, которые разводили овец. Потому что динго, нападая на стадо, часто убивали гораздо больше животных, чем могли съесть. Одна небольшая стая за ночь могла загрызть десяток овец. Борьба с дикими собаками началась еще в первые годы колонизации, когда на континент завезли овец. Но сложность была в том, что динго ведут ночной образ жизни, днем они прячутся, а охотятся только ночью. Поэтому против них применяли капканы, сети, отстрел и яды. В конце XIX века фермеры Нового Южного Уэльса каждый год использовали несколько тонн стрихнина. За каждое убитое животное платили премию в 2 шиллинга. И сегодня за уничтожение динго внутри изгороди платят до $100. Но все эти меры долгое время не давали нужного результата, и численность динго выросла в 100 раз, поставив под угрозу все поголовье скота. В конце концов фермеры усилили заборы колючей проволокой, а к 1958 году соединили разрозненные участки в единую систему. Поначалу забор патрулировали смотрители верхом на верблюдах. Они очищали полосу вдоль ограждений, вырубали кустарники и деревья по обе стороны, проверяли ловушки и следили, чтобы калитки, которые находились каждые 32 километра, были закрыты. Со временем верблюды сами стали проблемой. Когда появились автомобили, патрульных животных отпустили. Они начали массово размножаться и превратились в еще одну угрозу для природы. Сегодня патрули используют внедорожники, квадроциклы и современные технологии, в том числе виртуальные заборы, которые защищают животных от столкновений с машинами. В Тасмании ученые разработали систему виртуального дорожного ограждения из сигнальных блоков. Их разместили на высоте 2,5 метров, а они подают световые и звуковые сигналы. За 3 года испытаний количество наездов на животных сократилось на 50%.
Это позволило спасти около 200 вомбатов, опоссумов и других животных. При этом такие системы оказались эффективнее и дешевле обычных дорожных знаков и переходов. Со временем у австралийцев словно выработалась привычка все огораживать. Помимо заборов от крупных животных, появились ограждения вокруг водоемов для защиты от тростниковых жаб. В Европе эти жабы находятся под угрозой исчезновения, но в Австралию их завезли специально, и они стремительно размножились, захватив Квинсленд и начав продвижение на северо-запад. Чтобы защитить национальный парк на полуострове Кобург, ученые предложили построить 9-километровый забор. Поскольку жабы не умеют прыгать, но роют глубокие норы, бетонную стену высотой чуть больше полметра пришлось почти наполовину заглубить в землю. Отгородились австралийцы и от диких кошек. Вокруг заповедника Нью-Хевен построили стену длиной 44 километра и высотой 3 метра. Кошек завезли люди, часть из них одичала и расплодилась до примерно 20 миллионов. По оценкам, каждый день эти кошки убивают больше 3 миллионов птиц, рептилий и млекопитающих. А за все время они стали причиной вымирания 27 видов. К 2018 году забор закончили, и ситуация стабилизировалась. Однако у всех этих ограждений есть и темная сторона. Многие животные лишились возможности свободно перемещаться по материку в поисках еды или спасаясь от бедствий. Вдоль заборов находят кости динго, кенгуру и других зверей, которые застряли в сетке. По сути, ограждения вмешались в естественный отбор. С одной стороны безраздельно хозяйничают хищники, а с другой, под защитой человека активно размножаются травоядные. Более того, заборы повлияли даже на эволюцию кенгуру. Ученые заметили, что у популяций, которые живут под защитой ограждений, рост замедляется. Потому что исчез стимул быстро вырастать крупными и сильными, чтобы спасаться от динго. К юго-востоку от забора хищников почти не осталось, кроме лисиц. В далеком будущем такие кенгуру могут стать намного мельче. Если же убрать заборы резко, хищники уничтожат неподготовленных животных, которые десятилетиями жили в безопасности. Кроме того, ограждения повлияли даже на ландшафт. По разные стороны забора форма и высота песчаных дюн различаются. Потому что отсутствие динго привело к росту числа лисиц и диких кошек. Те сократили популяции мелких животных, из-за чего кустарники разрослись, укрепили дюны и изменили их форму. Австралийский забор стал частью культуры. Он сыграл важную роль в фильме «Клетка для кроликов», где 3 девочки-аборигенки идут вдоль него, спасаясь из приюта. А помимо заборов, Австралия известна и другими конфликтами с животными. Например, знаменитой войной Сэму 1932 года. Тогда армия оказалась бессильна перед тысячами птиц, которые разоряли фермерские поля. Эта история закончилась насмешками прессы, провалом операции и победой Эму. Заборы и птицы — лишь часть австралийской реальности. Ведь континент опасен даже своей растительностью, тысячи растений здесь ядовиты, от стрихниновых деревьев до гимпи-гимпи, чьи микроскопические иголки могут причинять боль месяцами. А в воде угроз не меньше. Морские вши, ядовитые кубомедузы и легендарная ируканджа сделали купание у берегов смертельно опасным. Яд кубомедузы настолько силен, что может убить человека почти мгновенно. Поэтому на пляжах Квинсленда ставят предупреждающие знаки, а спасатели надевают защитные нейлоновые костюмы. Все это делает Австралию местом, где человек постоянно вынужден защищаться от природы. И заборы здесь не символ тайн, а попытка выжить в мире, который не прощает ошибок. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.